Всем привет! Вы на канале iModelist и с вами я, Виталий Новиков. Сегодня нахожусь на низком старте с моей новой сборкой. Глобальной сборкой глобального самолета Ан-225 Мрия в 144 масштабе от фирмы Звезда. Ну а вернее от фирмы Revell. Модель большая, ну очень большая. Размах крыла около 61 см, а длина около 60 см. Помимо литников у меня нет ничего. Но это, собственно, не важно. Все, что нужно для сборки, я нашел. Два литника с прозрачными деталями имеются. Колеса из набора неплохие. Сделаны вместе с диском и не располовинены. Но я нашел вот такой набор, где есть смоляные колеса, фототравление для стоек шасси, который я вряд ли буду использовать, если честно. Видно, там ничего не будет. Также здесь есть окрасочные маски. Вот они пригодятся точно. Колес у Мрии много. 4 ряда по 7 штук на основных стойках шасси и 4 колеса на передней стойке. На Мрии 6 двигателей. Пластиковые, они мне не нравятся. Я буду использовать фототравленные от фирмы Microdesign. Вот двигателя будет прекрасно видно. У Microdesign есть еще вторая плата, но она мне не пригодится. Кабина экипажа в наборе, детализация уж очень минимизирована. Но есть грузовой отсек. Хотя он также в очень усеченном варианте, конечно. Еще я заимел для сборки окрасочные маски на антиобледенительной поверхности. Декаль от фирмы Бегемот. Вот декаль прекрасна. Есть два варианта на окрас самолета в советской ливрее. Первый вариант, самый известный, май 1989 года, авиасалон Ля Бурже. Самолет участвовал в спарке с космическим кораблем «Буран». Второй вариант, июнь 1991 года, авиасалон также Ля Бурже, бортовой номер 410. В это время «Буран» уже не участвовал. Как раз этот вариант я и буду делать. Инструкцию распечатал. Собрать модель можно в 4 вариантах: полетном, стояночном и 2 варианта в погрузочно-разгрузочных положениях. У меня вариант номер 2. Работа с подготовкой к сборке прошла успешно. Пора и собирать. Насухо собрал грузовую кабину. Детализация ее очень мощная. Пол, потолок, стенки. Да, еще есть 2 кранбалки. Хорошо, что у меня ее видно не будет в итоге. Но сделать красиво все равно нужно. Для начала покрашу пол в алюминий. Интерьер кабины экипажа не менее мощный, чем и грузовая кабина. Она уже полностью отлита в готовом виде.
6 кресел кабины экипажа, место, где должна быть приборная панель. Ну и на этом, собственно, все. Но скажу, что видно ее тоже не будет, поэтому огорчаться не буду. В серый цвет ее и всего делов. На стенках есть направляющие, вверх или низ. Стенки двухцветные. На фотографиях прототипа цвет-то верный, но стенки в прототипе в какой-то мягкой обшивке. Но здесь такого нет. Покрыл в серый цвет. Ну, теперь перед вторым зеленым цветом нужно замаскировать то, что серое останется. Первую вот эту ленту использую как шаблон. По ширине она идеальна. Потолок, так же как и часть стенки, окрашиваю в зеленый цвет. Цвет подобрал на глаз по фотографии. Так как у них шасси такой же цвет, то решил собрать и покрасить сразу. Так экономится время. После высыхания краски удаляю скотч. Ну, получается совсем не дурно. Кран-балки должны быть оранжевого цвета. Ну, раз должны, значит надо. Естественно, что я буду наносить смывку. Поэтому перед ее нанесением задуваю глянцевым лаком и пол, и кран-балки, а за кадром вообще все. Смывку готовую брать желания сегодня почему-то нет. Буду бодяжить сам. White Spirit и грамм масляной краски. На пол наношу очень жирно, не жалея. Теперь кран балки.
ниши шасси и стенки. Все теперь мокрое и вкусно пахнущее. Пусть ночь сохнет, мне спешить некуда. Лишнюю смывку с пола убираю при помощи ватного диска. А со стенок при помощи ушной палочки. На кран балки выкрашиваю тросы. И делаю сколы при помощи техники сухой кисти. Кисть в краску и насухо вытираю ее о лист бумаги. И по краям детали наношу сколы. Приклеиваю кран балки на место, на потолок грузовой кабины. На данный момент, ну а я не знаю, как будет дальше, все собирается на ура. Приклеил левую стенку. Ну и теперь готов попрощаться с грузовой темой самолета. Задраиваю люки, как говорится. Основные стойки шасси в наборе даны в двух вариантах. В погрузочно-разгрузочном и в стояночном. Те, которые мне и нужны. Надо все примерить на месте. Ну, все идеально, это только радует. Так как колеса используют не из набора, их тоже нужно примерить сначала. Что было, в принципе, правильным решением. Нужно рассверливать посадочные места. У самолета стойки шасси белые. Грунтую белым грунтом их.
Пока стойки сохнут, займусь кабиной экипажа. Все покрасил. Немного фантазии. Когда собираешь модель вот такого размера, хочется видеть приборную панель, примерно в таком виде. Ожидание. Это приборка Мессера 110 в 4 масштабе. И реальность. Ан-225. Возвращаюсь к стойкам. Хочу сделать проводку. Посмотрел фотки и, честно говоря, понял, что видно не будет слову ничего. Только чуть-чуть на первой стойке. Сделаю тогда там, где видно. Затраты времени примерно минут 30-40 на ряд, а рядов всего 14. Итак, надсверливаю посадочные места. Клею латунную проволоку. Клею вторую. В итоге палец проткнул сверлом, много жертв, но 2 передних ряда готовы. Грязню стойки серой смывкой. И убираю лишнюю грязь. Так как тамиевский клей сейчас недоступен, а запасы кончаются, перехожу на новый продукт. Фирма с созвучным названием DSPIAE. Сверхтекучий клей. Банка такая же, как у Тамии, а вот кисточка другая. Очень длинная и очень тонкая. Мой вывод по клею, что заменить Тамию он не может, а вот добавить клей в мои 5-6 используемых клеев на постоянной основе он может. И еще как. С мелкими деталями и тяжело доступными местами самое то. И еще один клей от этой же фирмы. Название уже произносить не буду. Клей густой и медленно сохнущий. Можно спокойно позиционировать детали. Тоже пойдет. Тоже с удовольствием буду пользоваться. В итоге ниши шасси установил, приклеил их на свои места. Ну и позвольте на сегодня откланяться. Внутрянка вся готова. В следующих сериях, а я думаю их будет еще 3-4, будет уже мощь и объем. Дальше будет гораздо интересней. Стартовую позицию я прошел, начинаю набирать обороты. Спрашивайте в комментариях, что хотите спросить, а я с удовольствием вам отвечу. До скорой встречи. Ваш Я Моделист и я, Виталий Новиков.